Ты снова все прогулял, горе луковое. Да-да, препод уже недоволен, так что говори хотя бы потише. Нам разрешили переговариваться, но тихо. Да, это парное практическое занятие. Шутки в сторону, комрад. Лучше бы о задании думал так активно. Вот, погляди. Эти старые материнские платы, что нам выдали, нужно зарисовать и подписать каждую детальку и разъем. Ну, где, что, зачем и так далее. Да не, конденсаторы описывать точно не нужно. Лишь основные компоненты. Ты хоть что-нибудь знаешь или мне снова все делать самой? Я не ругаюсь, лишь констатирую факт, что ты шалопай, который ничего делать не хочет и все время полагается на меня. Скоро буду брать деньги за помощь, и шоколадками больше не откупишься. М? Меня зовут? Да что тебе опять, Миш? Не буду я тебе помогать. И не надо мне рассказывать про братство одногруппников. Да хоть сестринство. Ты исчерпал лимит доверия Платонов, так что отвернись и дай нам разобраться со своей работой. Так, теперь с тобой. Ну, ты, короче, перерисовывай сначала плату, потом разберемся, где, что и как. А я уже почти дорисовала. Так, 1 слот, 2 слота, 3 слота, 4 слота, 5 слотов. Раз разъем, два разъем, три. Да не медитирую я, просто так удобнее сосредоточиться. Бла-бла-бла. Смотри в свою тетрадь, иначе введу еще один налог. Какой? Ну, такой, что смотреть на меня станет платно. Расценки для всех разные. Кто больше всего наглеет, тому выше всего. Ты будешь первым в списке по цене. Ну, по ее величине. Нарисовал? Ну, давай тогда начинать будем. Начнем давай-ка с разъемов основных, пока у тебя фокус внимания не сместился на что-нибудь еще. Не, подожди. Сначала запишем форм-фактор. Да, через дефис это пишется. Здесь ATX полноразмерная. Да, 305 на 244. Но не метров, очевидно. И не сантиметров. Ха-ха-ха, очень смешно. Представь себе плату 3-метровую. Ты такую поднять не сможешь, шалопай. Миллиметры там, миллиметры. Ну что ты так смотришь? Да, старенькая платка. Новых на растерзание студентам не дают, зато хоть что-нибудь новое знать можно. Особенно для тебя. Да не говорю я, что ты глупый. Просто у тебя внимание не туда часто идет. И не ворчу. Смотри на плату. Вот это вот разъемы IDE. Подключаются через них, как правило, приводы и жесткие диски. Тут их несколько, не упусти. Вот этот белый и синий одно и то же. А вот это вот. Это питание материнской платы на 20 пинов. А вот здесь питание процессора на 6 пинов. Ну,
Пины — это, очень грубо говоря, количество квадратиков на разъеме. Да врешь ты все. Я знаю, что ты об этом всем в курсе. Просто любишь меня выспрашивать, чтобы я потом на тебя злилась. А ты, как обычно, с этого хихикал. Мол, я смешная, когда злюсь. Дождешься? Понадобятся услуги стоматолога. У меня рука тяжелая. Короче, смотри дальше. Записывай. Эти 4 слота — ДДР. Сейчас пригляжусь, какое поколение. Так, ох, очень мелко. Еще и пыльно. Так, пиши ДДР-2. Вот примерно с такой же скоростью у тебя соображалка и работает. М? Да ничего, ничего. Это я про задание. Так, данные разъемы предназначены для оперативной памяти. Вот этот и этот — это первый канал, остальные — второй. Да, лучше расставлять по каналам. Даже если разница будет не слишком ощутима, плохой тон ставить их по-другому. Рядом сокет. Сейчас, подожди, поближе посмотрю, прочитаю. Так, это 775. Ну, Intel, конечно. А рядом второй процессор. Очень смешно. Это Северный мост. Угу, с радиатором. А вот здесь ниже Южный. В современных платах обычно эти два устройства объединяются в одну микросхему, называемую чипсетом. Ну, можешь написать, что Северный мост отвечает за быстрые устройства, а Южный — за медленные. Ну как, быстрые — это быстрые, вроде процессора и УЗУ. А Южный — устройство ввода-вывода. Ну, ты понял. В любом случае, просто так и запишем. Рядом с Северным мостом, вот здесь, это разъем PCI-Express. Похоже на X8. Хотя не, написано X16. А вот пониже, вот эти 5, это PCI. Ну, смотри. Первый в основном для видеокарты. Остальные — то для всякого. Хочешь, расширь материнскую плату любыми разъемами. Например, хочешь дополнительный USB? Пожалуйста. Хочешь дискретную сетевую, звуковую карты, что угодно. Штырьки снизу? Да для разного. Давай сначала с основным разберемся. Вот это вот батарейка для питания микросхемы CMOS. Ну, там хранятся настройки BIOS, например. Если мы ее вынем или она разрядится, результат может быть разным. Начиная простым сбросом времени при каждом включении и заканчивая невозможностью такой компьютер вообще включить. Бывает даже такое. А рядом 3 штырька, да. Видишь, на 2 из них надета штучка. Это джампер. Его можно использовать для сброса настроек BIOS. И если переставишь на другие 2 штырька, то он сбросится. Ну какие 2? Видишь, их 3, надеты на 2. Если ты переставишь с первого и второго на второй и третий, то все получится. Можно, конечно, просто вынуть на время батарейку, но это моветон. Теперь обрати внимание вот на это и сейчас, вот это. Это разъемы для кулеров.
А вот здесь процессорный, здесь системный, ну, корпусной, или как они там называются, CPU-фан и сys-фан. Так, ну, они двухконтактные, так что всегда работают на максимум. Наверняка шумный компьютер. Давай теперь разберемся с нижними штырьками, на которые ты показывал. Из них нас интересуют только эти. Смотри, вот эта группа. Подпиши контакты передней панели. Вот, погляди-ка вот сюда. Видишь, тут табличка. Все подписано, и ты зарисуй эту табличку один в один, а потом, да, сделаем пояснение. Вот эти два пина. Напиши, что это для индикации включения. Да. Эти два для работы жесткого диска. Ага. А вот эти для кнопок перезагрузки и включения. Так. Теперь вот два одинаковых разъема рядом. Да, это для передних разъемов USB. Ну, конечно же, 2.0. Когда эта плата вышла, еще никаких 3.0 и выше не ставили никуда. Ну и последний. Разъемы на передней панели звуковые. Для наушников и микрофона, ага. Давай теперь к, собственно, разъемам внешним. Все из основного мы уже занесли. Так, какие у нас тут есть? Ну, VGA, DVI. Это все для видео. Причем для встроенного в процессор. Да-да, HDMI тут и не пахнет. Вот эти PS на 2 для мыши и клавиатуры. Угу. Кругленькие. Там даже нарисовано какой для чего. Хороший интерфейс, потому что, в отличие от USB, работает при любом BIOS, безо всяких лишних манипуляций. Угу, по умолчанию. Так, ну, вот это сетевой разъем. Уж его название ты сам точно знаешь. Да, ты же без интернета вообще не жилец. Ну, не знаю, какой. Вряд ли гигабитный. Да это и не важно сейчас. Так, несколько USB разъемов в наличии. Еще вот группа аудиоразъемов снова. Да, на этих тоже картинки для особых умников. О, да тут даже FireWire есть. Да, или IEEE 1394. Для чего? Ну, да считай, настолько же универсальная, как USB. Оставили, наверное, на случай, если у кого-то еще есть старые устройства с таким интерфейсом. Да, пропустила этот разъемчик черный. Это FDD. Угу, для флоппи дисковода. У таких дисков в памяти столько же, сколько у тебя, когда ты обещаешь принести мне шоколадку за помощь. Ладно, шалопай. Вроде успели все занести в тетрадку до конца пары. И вот заслужил ты такую подругу. Теперь еще и 5, небось, влепят. Скажут, молодчина. Хотя не удивлюсь, если ты даже под диктовку неправильно записал, Кори Луковая. За тобой водится. Постарайся запомнить все, что написал, потому что это еще перед преподавателем защитить надо. Да, прямо взять материнскую плату и показать ей все снова. Да-да, так что готовься. А я пойду сдам и свалю от тебя подальше.
Куда? Мгм. Да столовку хотя бы. Ты мне голод нагнал. Ну все, удачи, шалопай.